Итак, дорогие преданные, новость. Мы почти уже были готовы к этому вчера. Сегодня ушел Гопал Кришна Махарадж в 9:20 утра по индийскому времени. Ученики старшие вылетели, по-моему, сегодня. Не знаю, успели они или нет. Должны были сегодня вылететь в Дели. Амбариш Махарадж, наверное, Бхактивинода Кришна Махарадж, другие старшие вайшнавы. Они уже почувствовали, что дело серьезное. Он ушел. Гопал Кришна Госвами. Будет ли у нас такой человек в Исконе? Вот вопрос. А без таких людей я не мыслю Искон. На земле таких людей, знаете, их просто несколько человек. Практически нет таких людей. Много учеников в Индии. Большое количество. Его очень любят. Очень любят его. Русские преданные любят его. В Казахстане он начинал здесь. GBC был. Прям с семьями приходили, получали инициацию у него. Совершенно невероятный человек. Однажды я сидел на его лекции на Беговой еще, в Москве. Он приехал, я сидел перед его асаной. Он пел Джая Рада Мадхава, а я плакал, сидел. Он на меня так посматривал иногда и продолжал петь. Точно так же. У меня сердце разрывалось просто. Это такая бхава была, такая любовь к Радхе Кришне. А потом мы пошли к нему на даршан. Сразу после этого в комнату. Я зашел, ему принесли прасад, целый поднос. Много всего, там были самосы и другие вещи. На меня посмотрел, взял самосу, откусил, дал мне. Я снова стал плакать. Не знаю почему. Когда приехал в Майяпур, я был растерян. Было много всяких задач, и я вообще не понимал, как тут жить, и денег нет, и нужно много купить. Я что-то я к нему подошел с какой-то проблемой, меня просто ум будоражило все. Я посмотрел с моими глазами теплыми, положил мне руку на голову, смотрел на меня. Я успокаивался. А он улыбался. Просто вот эта рука мистическая, и сразу такое тепло в сердце. И когда мы ссорились, там, твой ученик, были такие еще проблемы. Он говорит, я вас не понимаю. Я вырос в Индии. Для нас родной брат, двоюродный брат, троюродный брат — это все один брат. У вас такие различия. Когда преданные ссорились в Москве, он говорил о том, как нужно быть терпеливыми, смиренными, любящими. Поверьте, говорит мне, у преданных все равно больше хороших качеств, чем плохих. И все успокаивалось сразу же. Столько любви ко всем. Это, конечно, его вклад никуда не уйдет. Это история Искон. То, что он сделал за эту жизнь. И однажды один брамачари к нему подошел ученик и сказал, вот, Гуру Махарадж, я вот все-таки, может быть, не жениться. Как правило, он говорит, не женитесь. И он ему сказал так, вот смотри, ты, говорит, страдаешь, а женишься, и еще кому-то страдания принесешь. Лучше пострадай один. Зачем тебе еще кому-то причинять боль, страдания? Ты можешь пережить это внутри себя, эти страдания, что тебе предписано, не вовлекая никого. И сострадание. Это не просто какая-то точка зрения такая, значит, нужно быть брамачарием. Это сострадание. И когда преданные говорили ему о каких-то проблемах, которые, не сделаешь ничего, кто-то умер, что-то там случается. Он всегда делал так. Сильно вздыхал, жал руками и тоже чуть не плакал вместе с этим человеком. И вот это сочувствие его огромную силу имело.
И, конечно, это проповедник великий. Всегда он распространяет книги, он вдохновляет на проповедь. Он меня всегда выгонял из Вриндавана проповедовать. Он знал, что я проповедник. Что ты тут делаешь? Когда уезжаешь? Давай, тебе нужно проповедовать. Все. Я избегал его, помню. Потому что у меня еще неделю в Вриндаване, он уже вот меня сейчас увидит, скажет, что ты тут делаешь? Мне будет стыдно сказать, что еще неделю буду наслаждаться жизнью. Я избегал, они все равно где-то встречались. Ты когда уедешь? Он говорит, что ты тут делаешь так долго? И однажды у меня был билет на завтра уже. И я смело шел навстречу ему. Он говорит, когда ты уезжаешь? Я говорю, завтра. Он говорит, а я сегодня. И он читает мысли, читал мысли все. Все, что вы думаете, он сразу это воспринимал. Все ученики рассказывали мне об этом. Мне говорят, от него ничего не утаишь. В Нижнем Новгороде преданные что-то не успели сделать по его наставлению, в общем, оплошали. Но они договорились к Махараджу, пока не будем рассказывать об этом. Если, надеюсь, не спросит, забудет. А он пошел к божествам сразу, когда приехал. Постоял, помедитировал. Вернулся, а почему вы не сделали то, что просил? Махарадж, кто вам сказал? Они же договорились не говорить. Говорит, божества? О, Боже мой. Там он уехал. Снова приезжает, они опять не сделали. Они к божествам все пришли и сказали преданные, не говорите Макуру Махараджу. Он нас будет ругать сильно. Не знаю, что он с нами сделает. Мы такие олухи вообще. Пожалуйста, спасите нас. Приехал Гопал Кришна Госвами, идет божествам. Все в напряжении. Стоит, так мнется. Говорит, не понимаю, почему они молчат. Почему они молчат? Это Гопал Кришна Госвами. И всякий раз он переезжал в Вриндаван или в Майяпур. Вриндаван. Он всегда был на Мангал-Ратина алтаре. Это настроение Прабхупады. Прабхупада ему сказал, всегда служи божествам. И он всегда это делал. Всегда. К нему приезжали на квартиру, когда он в Петербург приезжал, ложился в час ночи. 3 часа поднимается уже, служит своим божествам. Я говорю, Махарадж, вы отдыхаете когда-нибудь? Что ученику, я говорю, вы тут закройте его в комнате, положите его. Да уже делали все это. Не лежит. Невозможно его днем положить. Ему нужно что-то делать, ему нужно служить, ему нужно проповедовать, что нужно делать. Я говорю, Махарадж, вы когда-нибудь отдыхаете? Он подумал, говорит, отдыхаю, говорит, когда болею, я отдыхаю, говорит. Такой человек. И всего себя просто преданным отдал. Один президент, его ученик был отстранен за какие-то поступки там в Индии. Ну, хороший преданный, все, хорошо кончилось, но эпизод. И он так разозлился, так расстроился, этот президент. А его отстранил сам духовный учитель и сам стал президентом, чтобы проблему решить таким образом. А тот президент был в таком шоке, вообще так был расстроен, такая травма, говорит, и сказал, я его убью. А Гопал Кришна Госвами говорит, передайте ему, меня, говорит, не надо убивать, потому что я должен проповедовать. Он снова вернулся, он погладил по голове и снова продолжал. Это такая безграничная милость. Это, когда вспоминаю Гопала Кришна Госвами, я не знаю, как это передать. Что за душа там такая вообще?